Во второй части нашего фильма мы расскажем о советских санаториях, учреждениях для отдыха советских трудящихся. Санатории были учреждениями для коллективного отдыха с установленным режимом дня и массовыми мероприятиями, а по своей структуре чем-то напоминали пионер-лагеря, но уже не для детей, а для взрослых. Как и пионер-лагеря, санатории в СССР начали появляться в 20-е годы, вначале на морских побережьях в теплой части страны, а уже позже санатории начали строиться и в других местах, используя те или иные плюсы местной природы. К примеру, в Грузии это были горы, а в Беларуси санатории строились в лесах и на берегах озер. Первые, более старые и крупные санатории на морских побережьях относились к так называемым всесоюзным здравницам, а вторые строились от каких-либо предприятий, фабрик, заводов, проектных институтов и многих других. Белорусский санаторий «Мечта» относится к второй категории санаториев. Он был построен в середине 80-х годов и принадлежал Минскому моторному заводу. Ездили в «Мечту» по так называемым заводским путевкам. Санаторий состоял из нескольких трехэтажных жилых корпусов, в каждом из которых была отдельная столовая, а также длинные балконы вдоль всего здания. Первый этаж одного из корпусов целиком занимала медчасть, а еще на территории санатория находилась котельная и теплицы, продукция из которых шла в столовые, а еще продавалась через заводской магазин. Давайте посмотрим, что сейчас осталось внутри корпусов. Холл «Мечты» хранит остатки фрески с рисунком пары, одетой по моде 80-х годов и отдыхающей на фоне природы. По своему проекту санаторий «Мечта» был типичной советской постройкой такого образца. Он имел коридорную систему и множество отдельных комнат, каждая из которых была рассчитана на несколько человек. В каждом из корпусов была отдельная столовая. В санатории еще и сейчас можно увидеть горячий цех кухни с сохранившимися вытяжками под потолком. Последним годом работы санатория стал 2009. После этого еще какое-то время санаторий использовался как общежитие для строителей, но уже вскоре был полностью заброшен. Еще один санаторий, о котором мы расскажем сегодня, хранит сразу несколько тайн.
Первая тайна относится к причине, почему именно санаторий был заброшен. Большинство источников называют причиной закрытия санатория радиоактивный дождь, который обжег цезием местные леса в апреле 86-го. Но найденные нами на территории документы показывают, что санаторий функционировал как минимум до середины 90-х годов. Проект санатория «Лесное» был весьма интересным и нетиповым. Трехэтажный жилой корпус имеет открытые лоджии жилых номеров, а крыши жилого корпуса и пристроенного к нему блока столовой имеют скатные черепичные кровли. Ну а центральной частью всего проекта является высокая башня, которую венчают два черных металлических аиста. Внутри санаторий «Лесное» представляет собой типичный советский санаторий. Длинный коридор гостиничного типа тянется через весь этаж. Вдоль него располагаются жилые комнаты, а торцы коридоров венчают небольшие террасы для отдыха. На стенах жилых номеров сохранились трафаретные рисунки, изображающие лесных зверей и растения, а на первом этаже мы можем увидеть процедурные кабинеты, где когда-то стояли большие ванны и душ Шарко. Такие медицинские процедуры выписывали медработники санатория для отдыхающих. Подвалы санатория «Лесное» скрывают еще одну тайну, о которой не знало большинство отдыхающих здесь граждан. Под полом первого этажа в подвалах находится огромное бомбоубежище. Которая словно по какой-то иронии копирует жилые этажи санатория. Здесь точно такой же длинный коридор с расходящимися по обе стороны комнатами, а также есть защищенные помещения для генераторов и воздушных фильтрационных установок. Я не знаю, вот просто кто вообще смог вот это руками сорвать с петель? Это весит, ну я не знаю, ну тонну точно. Ее даже вон не то что сдернуть, ее просто на миллиметр сдвинуть человеку очень сложно. Интересно, гермодверями, там кстати, дальше тоже гермо. Очень интересно, что вообще находится вот здесь. Так, вот здесь стоит электрошкаф, может быть это была какая-то электрощитовая, вроде как защищенная дополнительно. Ага, а вот здесь, наверное, стоял дизель-генератор, потому что здесь стоит такой бетонный подиум для него, и, скорее всего, здесь была какая-то защита. Дизель-генератор, либо что-то другое здесь было. Но здесь какая-то была вот установка. Вот это вот, собственно, вытяжки. Может быть, здесь стоял какой-то электрический шкаф для питания вот этих вот вытяжных устройств, которые должны были обеспечивать воздухом все вот это бомбоубежище в случае войны. Бомбоубежище производит странные впечатления. Оно наглядно показывает, что для советских граждан страх будущей войны оставался вполне материальным и ощутимым даже в таких местах, как санатории. Многие любители СССР скучают по советскому санаторному отдыху, считая, что этот вид отдыха был, во-первых, бесплатным, а во-вторых, очень качественным. Советские санатории не были бесплатными. На 9 льготных путевок приходилось всего одна бесплатная. Но даже и она, по сути, уже была оплачена из тех денег, что заработали работники предприятия и недополучили в виде зарплат. Ну а что касается качества, то здесь у советских граждан попросту не оставалось выбора. Как и детские пионерлагеря, советские санатории были чуть ли не единственным вариантом отдыха, который в стране с закрытыми границами
границами и полной изоляцией граждан от внешнего мира казался чем-то очень качественным, полезным и интересным.